Это тебе помогает стабильнее бросать? Ну, на самом деле, все какое-то по наитию. Я не скажу, что есть прям лайфхак. Во-первых, я тебе скажу, я не целюсь. Я не целюсь, как многие делают. Так, нам надо сопоставить вот это с вот этим. Какую-то часть дротика или пальцы, да? То есть кто-то... Я не целюсь. Если ты мог заметить, у меня дротик сейчас сбоку. Я специально ничего не сопоставляю. Но при этом попадаю, видишь? Но не 180, но рядом, да. Ну, то есть, Очень видишь, вкусно. фактически не целясь, но неплохо. Если вы видели, как кидает Калин, вообще рука сбоку, да, и он кидает и попадает. Я специально не целюсь, нет. Хват, ну, желательно держать плотно, да, и иногда вот, чтобы у тебя все-таки дротик не болтало. То есть это тоже важно, вот это я стараюсь. Ну, как бы отпускание, ну, когда отпустил красиво, да, молодец. Вот на это как бы специально это вроде как, ну, сложно натренировать, но чувствуешь иногда, вот тут хорошо отпустил, да, рука пошла. Поэтому есть такой момент. Еще совет не менять каждый день. То есть неделю помучились, скажем так, по это ходили, все-таки надо остановиться на чем-то и пробовать. Я пытался менять техники, честно говорю, неделю там пытался кидать вот так-то. Потом пытался кидать вот так-то. Я даже какие-то соревнования, честно говоря, я уже не помню, что точно делал. То ли без размаха кидал. Ну, прям пытался на этом сконцентрироваться, но все равно в итоге вернулся в свою обычную технику, потому что в ней комфортно. То есть тут нет же правильно, неправильно. Вот комфортно кидать, ну вот так и кидаешь. Чуть-чуть перекорежил, да, если у тебя это стало комфортно, ну ты, скорее всего, это сохранишь. Но прыгать вот каждый день, ой, все, в этой технике у меня сегодня не получается, пробую вот это. Ну, иногда бывает, что у тебя вроде сначала хорошо, а потом опять все падает, и думаешь, ну, блин, опять не то. Но прыгать с одного на другое как будто бы особо смысла нет. То есть конкретно поменял, вот решил, вот все, кидаю вот так вот, и на это перешел. Год покидал, вот тогда, да, 10 выводов. А каждую неделю даже, ну, скорее всего, не привыкнешь просто-напросто. Вот в этом проблема, да, если ты хочешь поменять технику, должен к ней привыкнуть, это нужно время, а ты хочешь быстрого результата, а быстрого результата нету, и в итоге все. Человек надоел. Да, понимаю. Может быть, какие-то есть советы для начинающих дартсменов? На первое дело это не сдаваться, пробовать, а что-нибудь от себя такого. Знаешь, первое дело, да, это кидать. Чтобы это было в кайф, это важно. Ходить на соревнования, на самом деле. И играть сильными игроками, это нормально. Даже когда мы играем в какой-нибудь онлайн, нас бьют по носу, ну да. Но, в принципе, если будете ходить в общество, будете в этом крутиться, начнете получать удовольствие просто от игры, да, это важно. А потом уже придет результат. То есть главное, ну, действительно, не закрываться, не делать, что я тренируюсь, вот когда я буду там подготовлюсь, наконец-то у меня будет набор 100+, я пойду всех побеждать. Ну, нет, не будет, да, это нужно вступать как бы в игру, как только чувствуешь, что в принципе понял игру, могу кидать, могу иногда хорошо кидать. Но это опыт, это игровой опыт, только он дает прогресс на самом деле. То есть, да, технику ты наставил, но одному играю, как это, сам собой, но к чему, зачем? Да. Поэтому кидать, ходить играть, приходить к нам, играть с нами, нас выигрывать. И не так это сложно, то есть мы не Люк Литлер, да, то есть если вы ставишь себе задачу играть как Люк Литлер, ну да, это сложно выполнимая задача. Если ты ставишь задачу играть на нашем уровне, ну это проще гораздо и... Достижимо. Конечно, достижимо. То есть пусть мы будем расстраиваться, если вы придете нас выиграете, но... А будем рады, наоборот. Будем только рады, да, это правда. Друзья, мы хотели сразу с первой серии завести такую небольшую традицию, дарить небольшие памятные такие сувенирные подарки для наших активных зрителей. И
Как это работает? Механика в том, что вот готовим такой подарок. На этот раз это такой небольшой удобный футляр для дротиков. Зачастую, когда вы покупаете набор дротиков, туда не входит чехол. Поэтому часто бывает такое, что как-то приходится новичкам ухищряться и искать, как это все хранить безопасно, чтобы не повредить там одежду, сумку и так далее. И чехол на начальном этапе может быть для вас полезен. Поэтому для тех зрителей, которые оставят самые интересные комментарии в ответ на вопросы нашего сегодняшнего гостя, мы выберем и на следующей серии, уже выделяя этот комментарий, вручим и отправим этот подарок. Алексей, какой вопрос ты бы хотел задать нашим зрителям? Это такая тема интересная, когда закидывают 180 Мгм, и всегда начинают фотографировать. мгм. И вопрос в том, на каком 180 вы перестали фотографировать? О, классный вопрос. Да. Потому что у меня тоже, я пролистываю свои фотографии, там много, 180, 180, 180, и все. Теперь пропало, теперь я уже не фото. 180 продолжается, но фоток нет, да? Да, Есть, уже да. нет. Недавно, кстати, наш Крис фотал, говорит, первые 180 на этом. Это первый был? В игре, О, ну, именно в игре. в игре, А, в да, игре, да-да-да, закинул. в игре. В Шекспире так это он. Мгм, Ну, вот это такой вопрос. Но это он больше не для новичков, да. мгм. Окей, хорошо, Ну, да. нормально, да. Вопрос больше, да, наверное, для тех, кто играющий, но Ну, а для что? неиграющих, когда вы перестанете фотографировать точно? Как вы думаете, да? Да, Сколько нужно попасть, чтобы перестать им восхищаться? да-да, есть такое. Ну, 180 это такое красивое число в дартс, поэтому я тоже помню по себе, 180 я снимал все, первую тоже помню, у меня сохранено отдельно распечатано в альбоме. Может быть, в одном из серий покажем это, и там даже дата есть, но в какой-то момент, да, перестаешь все-таки. Но отдельно, знаешь, момент это то, что 180 на тренировке, да, их больше намного, они есть, и другой момент это в игре, это всегда сложно. Ну, Вот да, да, да. 180 это, кстати, отдельный миф, о котором хочешь сказать. Вот постоянно есть приколы, да, нарезки, видео нарезки, когда человек бросает, попадает первым дротиком, потом попадает вторым, и третьим уже происходит какая-то непонятная магия, и там где-то там дротик там вылетел из окна, еще что-то, ну, так, юмористически, да, подмечает тот факт, что на третьем дротике человек, который 180 не делал, начинаются какие-то непонятные внутренние процессы, и попасть уже точно нереально. Поэтому здесь, наверное, совет для тех, кто еще не сделал свои первые 180, это бросать сразу, не думать, да, не Да, останавливаться да, и вот не переживать, что там ведь попадете, не это попадете. зачастую, как сказать, в дартсе иногда важно не думать. Да, да, Есть есть. такой момент, да. Кинув не думая, попасть реальнее, чем остановиться и подумать. Это вот в решающих бросках, да. Ну что ж, мы сегодня очень плодотворно побеседовали с нашим гостем Алексеем. Отдельно прошлись по истории становления дартсмена, спортсмена. Отдельно разобрали популярные мифы в дартс для того, чтобы новичкам проще было начать играть. Ну и третьим блоком мы разобрали упражнения, лайфхаки и какие-то дополнительные советы от уже бывалого спортсмена для новичков, чтобы вам быстрее можно было прогрессировать. На этом хотелось бы сказать заведению, нашему партнеру Гастриту, спасибо за предоставленное место для того, чтобы мы смогли отснять этот материал. Отдельное спасибо нашему гостю Алексею, который сегодня в дебютной серии нашего серии подкастов согласился принять участие, поддержал это начинание. Я думаю, в будущем мы также продолжим искать новых интересных гостей и рассказывать больше о дартс, чтобы популяризировать этот вид спорта здесь, в Казахстане, в СНГ, чтобы больше людей подключалось. Спасибо, до скорых встреч.